Всем привет-привет! Сегодня мы с вами смотрим интересную тему, на мой взгляд, интересную тему, которая называется «Если у вас какие-то скрытые таланты или неожиданные увлечения». Так, это место занимает, да? Вот сюда положим. Сначала мы посмотрим, есть ли они вообще, а потом посмотрим, скрытые ли они, а потом, что это, и, может быть, неожиданное увлечение, да, такой многогранный получится расклад. Смотрим, есть ли у вас скрытые таланты. Скрытые – это те, которых вы сами не знаете, о которых вы сами не знаете. Есть и скрытые таланты. Есть таланты, причем эти таланты, для тех, кто верит в реинкарнацию, да, это таланты, наработанные в прошлых воплощениях, либо это таланты, которые вам переданы генетикой, да, от ваших родителей, там, бабушек и дедушек. То есть здесь таланты либо из прошлого, либо таланты, которые передались по генетике. Так, что это за таланты, да? Что это за скрытые таланты? Король кубков всегда нам говорит все, что связано с чувствами. Все, что... Кстати, он тоже указывает на прошлое время. Может быть, раньше вы как-то этими талантами и пользовались. Раньше, я не знаю, там в юности, где-то по молодости. Вот, а потом как-то закрыли их. Это может быть таланты, связанные с психологией, да, то есть умение считывать других людей, умение понимать их мотивы, умение ощущать чувства других людей. Это может быть талант создавать уют и комфорт, но не в плане материального мира, а именно эмоционального. То есть, возможно, у вас есть талант раскрывать людей в сторону доверия, да, то есть люди вам доверяются, люди вам открываются, люди вам рассказывают о каких-то своих сокровенных вещах, что-то такое очень близкое, что-то такое интимное, да. Что еще может быть по королю кубков, да, здесь как скрытый талант. Творческие моменты здесь тоже могут проходить, и вы об этом можете не знать. Но, в общем, здесь акцент идет на чувствование. Опять же таки, я склоняюсь к тому, что, может быть, вы можете что-то писать такое, знаете, что... То есть акцент не на само писательство, а на те картинки, которые вы можете создавать. То есть они могут быть, может быть, рассказываете что-то очень так ярко, но опять же таки не по жезлам, а именно по кубкам. То есть создавать вот эту вот атмосферу очень живую, очень такую, знаете, вовлекающую. Кстати, возможно, вы читаете в книгах, да, когда что-то читаете, вот вы можете прям прочувствовать этих героев, реально воссоздавая их, да, то есть они вот для вас прям могут быть очень-очень живыми. Дьявол. По дьяволу, да, какие таланты, король кубков и дьявол, здесь однозначно может быть гипноз, да, гипноз, здесь могут быть все вот эти вот моменты реинкарнации, перерождения, вот, то есть путь, да, вот этот вот трип, чтобы смотреть прошлое воплощение. Причем это, знаете, это как будто бы все естественно идет. То, что я говорю, таланты, уточню, это не то, что вы чему-то обучаетесь. Таланты – это то, что у вас есть естественным путем, да, с рождения. Вы этим уже умеете управлять. Это, как это сказать, это то, с чем вы уже родились, потому что это были наработки прошлых ваших воплощений. Вот здесь вот еще даже по дьяволу, да, это харизма, то есть умение манипулировать людьми, умение как-то их увлекать, умение... Здесь, знаете, вот такая энергия, она такая обволакивающая, как в этом, не знаю, как на спа-процедурах, да, вот эти вот джакузи, или как это по-русски называется, да, горячие какие-то источники, вот ты заходишь и млеешь. Вот здесь такое ощущение, что люди вот в вашем пространстве, они действительно как-то млеют, вы их как-то обогреваете, согреваете, даете вот какую-то такую волшебную атмосферу, вот, и потом как будто бы с этим человеком можно сделать все, что угодно, да, здесь ощущение того, что если бы вы работали в продажах,
у вас нету навыка продаж, знаете, вот как продажники обычно говорят, ну, что нужно сделать, а у вас это вот навык, умение взаимодействия с другими людьми, он как будто бы какой-то такой природный, да, и вы смогли бы продвинуть любой продукт, просто рассказывая о нем, воссоздавая вот какие-то картинки, играя на эмоциях. Вот ваша сильная сторона – это эмоции и власть. Власть, сила. То есть вы имеете власть над эмоциями других людей, да, либо вот… Нет, своими как-то вот не очень. Ну вот здесь вот очень много эмпатичности у меня идет, да, эмпатии. Может быть, даже какие-то экстрасенсорные моменты, да, здесь тоже могут проскальзывать, но как-то, знаете, не как ясновидение, а как какое-то вот манипулирование, да, взаимодействие, то есть вот изменение сознания. У меня почему-то здесь такое, знаете, вот ощущение, как эти какие-то шаманские такие практики, да, может быть. Здесь, кстати, будьте очень внимательны, да, что вы, как это, ну, есть некая такая зависимость к видоизмененным состояниям, да, чувствительность. С одной стороны, это может быть как чувствительность такая очень сильная, а с другой стороны, это может стать и зависимостью, да, то есть, там, я не знаю, алкоголь, наркотические какие-то такие моменты, да, то есть все, что приводит к видоизмененному состоянию, да, в том числе и растительные, вот, там, грибы, кактусы, там, лианы, вот эти вот, айваска и так далее, да, то есть здесь человек может прям испытывать, ну, на него оно имеет такое неоднозначное воздействие, да, то есть здесь такое ощущение, что неизвестно, как оно раскроется. Если кто-то, например, задумывался, да, о том, что попробовать, потому что она здесь может выйти все из-под контроля, то есть вы можете либо там в плюсе получить какие-то экстремальные впечатления, да, до и минуса, да, здесь вот нужно быть очень-очень аккуратным. В том числе здесь моменты, знаете, вот выхода в астрал, вот все вот это, все, что связано с магией, да, здесь тоже нужно быть аккуратным. Почему? Потому что вот у вас есть эта чувствительность, да. Здесь нет медиумических каких-то таких способностей, если мы говорим про экстрасенсорные. Здесь вот как будто бы вот больше как-то низший астрал идет, да, взаимодействие с сущностями, но опять же таки не совсем примитивно, да, то есть вот это не про ведьмовство. Здесь вот, здесь по-разному может быть. Вот. Но однозначно харизма, да, харизма, умение влиять на других людей, умение завязывать необходимые связи. То есть если у вас есть такая цель, да, расширить свой кругозор знакомых, приятелей и все такое, да, то вы можете это очень хорошо сделать. Плюс есть такой талант, знаете, выходить сухим из воды. Умение, тоже талант адаптироваться к сложным таким ситуациям. Я не могу сказать, что вы стрессоустойчивый, потому что вы чувствительный человек, да, но здесь человек вот прям, он как-то может обернуть всю ситуацию. Мне здесь чуть-чуть попахивает и удачей, да, в свою сторону. То есть человек может здесь выходить даже с выигрышем из какой-то сложной ситуации. Так, это если мы говорим о скрытых талантах, о которых вы даже не подозреваете. Вот. А есть ли какие-то неожиданные увлечения? Так, это кто? Это рыцарь Пентаклей, да? Неожиданные увлечения по рыцарю Пентаклей. Действительно неожиданно. Почему? Потому что эта карта медлительная такая, стабильная, не знаю. Может быть, кто-то в шахматы играет. Вот. Хотя этот аркан напрямую об этом не говорит, но вот у меня прям такое ощущение. Знаете, здесь могут быть какие-то таланты там, где нужно терпение и выносливость. Кстати, у вас очень много силы, физической силы. Здесь может быть какие-то такие, знаете, увлечения, где надо
прикладывать, возможно, физическую силу, да, прям очень много. И вот эта вот выносливость, то есть, знаете, например, там какие-нибудь экстремальные Марс-броски, походы куда-то вот где долго, может быть, надо долго ходить, может быть, надо долго что-то тащить. Вот что-то такое здесь, это экстремальное. Я даже не знаю, что это может быть. Вот, возможно, у вас есть еще такой талант, знаете, вот терпение. Почему, то есть, как сейчас соберу свои мысли, потому что мысли бегают. Увлечение там, где есть, вот нужно терпеть, да, причем вы очень много можете терпеть боль, у вас какой-то вот высокий такой болевой порог, вы боль либо можете долго терпеть, вот отсюда туда же и выносливость идет, да, либо, не знаю, вот какое-то терпение, вот какие увлечения у нас могут быть связаны с тем, что нужно терпеть? Возможно, это какие-то такие, знаете, мелкие детали, что-то клеить, что-то приклеивать, что-то собирать, вот где нужно, знаете, такая однообразная, рутинная работа на долгосрочной основе, но при этом вот оно дает вам какое-то вот успокоение, да, то есть здесь человек, вот он такой внешне спокойный, внутри у него все кипит, конечно же, потому что он очень эмоциональный, но внешне вот он какой-то такой спокойный, то есть если, знаете, вот я видела увлечение, там, я не знаю, как-то вот, это не бисером, а какие-то там бусинки, да, надо как-то вот их приклеивают, и получается какой-то узор, не вышивают, а именно как-то там приклеивают, что-то, я не знаю, как это называется. И вот я так представляю, вот сколько этих бисинок надо, там, не знаю, 2000, 3000, вот каждую надо правильно взять, приклеить, это вот какими-то маленькими такими пинцетами, то есть, может быть, все, что связано с миниатюрами, то есть какая-то такая, знаете, кропотливая работа, которая другого человека бы вот прям просто вымотала, потому что, ну, хочется встать, уйти, бросить, плюнуть на это все, а у вас вот есть что-то такое, есть ли еще какое-то неожиданное увлечение? Вот, по отшельнику, что у нас здесь может быть по отшельнику? Ну, и история, да, может быть, что-то связано с археологией, что-то, что связано с как-то вот с историей, с прошлым, да, что-то может, не знаю, может быть, вы запоминаете хорошо даты в прошлом, может быть, вам нравится изучение каких-то языков, таких, которые, ну, может быть, мертвые языки, может быть, древние языки, может быть, изучение каких-то рукописей, может быть, изучение вообще языка, но вглубь, в его корни. То есть там, где нужно в чем-то разбираться, там, где нужно что-то копаться, нужно быть очень внимательным. Вот это вот ваше увлечение может быть. То есть ваше увлечение, оно не связано с людьми, оно связано, таланты связаны с людьми, а ваши увлечения, они связаны в большей степени с интровертностью, то есть там, где вы наедине с собой. Может быть, опять же таки, да, какое-то вот погружение, здесь тоже может быть погружение вглубь себя, какой-то вот анализ, воспоминания, что-то здесь связанное с прошлым так или иначе присутствует. Либо прошлого в этом воплощении, либо прошлое воплощение. Возможно, вот вам нравится, да, там смотреть, кем я был в прошлом воплощении и так далее. Вот такой был расклад. Пишите свои комментарии, кому что отыгралось и какие у вас есть таланты, которые вы уже знаете, да? Либо какие-нибудь там неожиданные увлечения. А я с вами прощаюсь. До завтра. Всем пока-пока.